Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу заказов по статусу с сайта на платформе Хорошоп в CRM-систему Мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Хорошоп в другие системы. Например, в CRM-системе Мой склад вести учет всех заказов, которые перешли в определенный статус на сайте Хорошоп. Удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Хорошоп. Теперь необходимо указать действие, например, загрузить заказы по статусу «Новые». Теперь необходимо подключить ваш Хорошоп к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя, а также логин и пароль личного кабинета вашего Хорошоп. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать статус, в который будут передаваться данные о заказах. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить аккаунт Мой склад к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет Мой склад. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо заполнить поля данными, которые будут отправляться в Мой склад. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Мой склад». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!